Всем привет! Не знаю, кто-нибудь сейчас будет у меня или нет. Решила спонтанно записать эфир. Ну, если кто-то сейчас не придет, значит, посмотрит в записи. А мы пока будем работать. Так, я решила прогрунтовать свою работу. Она еще не законченная. Это будет у меня такая хлебница. Мастер-класс еще будет у меня показан. Потом ролик я сделаю. Сейчас просто я решила прогрунтовать. Мне стало скучно, и я решила записать вам эфир. Смотрите, грунтовка у меня вот такая. Вот такой вот грунтовка я делаю. Она у нас разводится 1 к 4. Это глубокого проникновения, не желтеет, для внутренних и наружных работ. D14. Вполне такая себе неплохая грунтовочка. Если кто-то сейчас смотрит, а я смотрю, что кто-то есть, напишите, пожалуйста, слышите ли вы меня, потому что это важно. У меня такие вот баночки, здесь уже все у меня разведено. Я уже развела, соответственно. И сейчас будем грунтовать. Такая уже кисточка у меня, конечно, уже надо новую покупать. Она уже завушканная, но она, в принципе, чистая. Верхнюю вот эту ворсу можно обстричь. Внутри она ничего еще. Она уже много прошла. Я так вот набираю достаточное количество. И прям хорошо прохожусь по своей плетеночке. Так, Галина, добрый вечер. Слышно и видно. Вот, спасибо большое, Светлана, потому что я не собиралась делать эфир, и девочек, которые постоянные, нету, писать некому. Так что спасибо большое за то, что вы есть. Если есть какие-то вопросы, те, кто сейчас есть, пишите, и будем на них отвечать. После того, как я прогрунтую свою работу, я ее оставлю в покое, она у меня подсохнет. Сейчас вытрем лишнее. Она подсохнет, и потом я ее буду лакировать. В принципе, маленькие изделия и такие вот небольшие коробешки можно и не грунтовать. Но я в последнее время чего-то, сама не знаю чего, решила вот на грунтовочку подсесть и посмотреть, что это будет. Так, Елена, здравствуйте. Скажите, есть ли способ грунтовать без дюфы? Конечно, есть. Это дюфа, это просто производитель у меня дюфа попался. А так вообще можно взять абсолютно любую грунтовку глубокого проникновения для древесины и грунтовать. Ну и, соответственно, чтобы она была бесцветная. Если вы придете в магазин, можете спросить, что для трубочек вас вряд ли кто-то поймет. А для дерева, если вы скажете, то вас поймут и подскажут, какую вам нужно взять, что прогрунтовать
деревянное изделие. И грунтовка глубокого проникновения нужна. Не забывайте смотреть, чтобы она была бесцветная. Ну, если вам надо бесцветная. Я не знаю, как насчет грунтовки. Вообще, как они там по цветам. Я не сталкивалась. Но вообще, я думаю, что они, наверное, все должны быть какие-то бесцветные. Хотя, может быть, есть и с оттенками. Спасибо большое. Пожалуйста. Если есть еще какие-то вопросы, пишите. Сейчас я эту отгрунтую. Эфир будет небольшой. Как я и сказала, просто мне скучно стало сидеть в одиночку тут. И я решила посидеть с вами. Думаю, вдруг кто-нибудь да заглянет в гости. Может, кому-то что-то интересно и кто-то что-то спросит, пока я тут ваяю дела свои, чтобы зря не пропадала творчесть. Так, с этой стороны мы сделали. Вытираем лишнее, чтобы ничего у нас не прилипало. После этого еще у меня короб. Вы его уже видели в ролике. Я его еще отлакирую. Он у меня там был еще не лакированный. И увидите лакированный уже в лаке. Так, окрашивать трубочки без эмали. Вместо нее акриловую белую краску размешивать можно. Ну, акриловая белая краска, она, состав у нее немножко не такой, как у эмали. Можно, конечно, но вообще считается для светлых вот таких вот изделий, для чего эмаль добавляется. Можно вообще просто взять там колер, например, или еще что-то, ну, краску какую-то и красить спокойно. Но по истечении времени эти изделия, они желтеют, они меняют цвет. И вот для того, чтобы они не меняли свой цвет, добавляется белая эмаль. Именно вот для того, чтобы продержать как можно дольше свой цвет, чтобы не пожелтеть. И поэтому, кстати, грунтовать ПВА не нужно. Те, кто грунтует ПВА, это неправильно. Ну, я не знаю, может, кто-то уже так привык делать, но я так не советую делать. И не только я, многие мастера этого делают не советуют. Во-первых, ПВА, когда вы грунтуете, у вас изделия также со временем пожелтеют. А во-вторых, они размякнут. Они сначала очень твердые, а потом они размякнут. Ну, тут тоже я встречала некоторые людей, которые говорили, что со временем ничего не меняется и все хорошо. Я так понимаю, что это тоже зависит от самого производителя и от самого клея. Потому что клей и ПВА, их очень много разновидностей. И все это зависит от этого всего. Ну, чтобы не экспериментировать, все-таки обидно будет, если вы сплетете, простоит какое-то время и испортится ваша работа. Лучше не грунтуйте ПВА. Если уже сильно надо грунтовать, возьмите грунтовочку. Не обязательно покупать дорогую грунтовку. Можно взять обычную. Так, здравствуйте, Ольга.
Подскажите, почему у меня после грунтовки лак впитывается хуже? Лак впитываться вообще, в принципе, не должен. Лак же, это ж он покрывает сверху. Зачем ему впитываться? Он обволакивает пленочкой ваше изделие для того, чтобы оно не проникало туда ни влага, ничего. Никакие факторы на него уже не влияли, окружающей среды. Грунтовка тоже, она ж впитывается. Лак не впитывается, а грунтовка впитывается. Не зря глубокого проникновения называется. Она впитывает, она проникает в наши трубочки. Там я не знаю, во сколько слоев она проходит, но сколько-то, я думаю, проходит. И также, ну, я не скажу, что она пленка обволакивает. Такого, наверное, нету, но все равно она скрепляет, и все равно какой-то что-то слой остается. Она закрепляет это все. И уже когда вы лак наносите, он уже некуда ему уже впитываться. Там уже грунтовка свое место заняла. И лак просто покрывает сверху. Грунтовка впитывается, а лак остается сверху. Когда вы не грунтуете, в принципе, происходит то же самое. Лак не впитывается в плетенку. Может там совсем капелечку. А так, чтобы вот реально впитали трубочки лак, я такого не знаю. Так, смотрите, вот я прогрунтовала. Видите, ничего у меня тут не залито. Грунтовочку, в принципе, видно, но не залито. Сейчас будем лакировать короб. Сейчас вытрем лишнее. Так, грунтовку я свою убираю, она мне уже не нужна для этого короба. Берем лак. Лак у меня вот такой вот, самый обычный акриловый лак, без запаха. Это у меня глянцевый, бывает матовый, полуматовый. У меня всегда он, ну, я чаще всего глянцевый беру, но бывает и полуматовый тоже. Так, лишнее убираем, мусор. Такой вот он густоватый, как сметанка. Такая не домашняя сметанка, магазинная сметанка. И вот он, наш короб. Вот такой вот, видите, он у меня. Он уже лакированный. Но я еще буду лакировать. Я лакирую на 3-4 слоя. Смотря какой короб. Вот он еще гуляет. Он тоже грунтованный предварительно был. Хочу еще его отлакировать немножко. Так, сейчас что у нас тут написали? Фасадная эмаль акриловая подойдет для белого цвета. Эмаль акриловая. Я беру радиаторную эмаль. Акриловая эмаль радиаторная. Фасадная, я думаю, тоже, в принципе, должна подойти. Должна подойти. Главное, чтобы она там на водной основе. Это ж акриловая, она ж на водной основе.
Так, Любовь, здравствуйте, Лена. Подскажите, чем красили трубочки? Бежевые трубочки, которые только что были, это у меня бежевый колер и немножко желтого и белая эмаль. Там капелька желтого, а так. Еще не сказала, когда я грунтовала вот это изделие предыдущее, если у вас прогрунтовалось и получились капли, значит берете щетку, вот у меня вот такая щетка, она пожестче, и ей сверху проходитесь, чтобы у вас не оставалось капель, чтобы не было капель. Просто я сейчас так прогрунтовала, чтобы у меня не было ни капелек, ничего. Но если у вас такое получается, значит капли убирайте, чтобы они у вас не высыхали на изделии, чтобы капелек не было. Все размазываем. Кисточек у меня немного. У меня кисточек вот этой кисточкой я постоянно работаю, ее уже поменять надо, как я уже сказала. И вот это вот жесткая, ну там еще парочка лежит в запасе, и все. Такими вот я работаю. Ничего сверхъестественного тут нет. Донышки тоже лакируем сразу. Лака я много не набираю, по чуть-чуть, чтобы он не заливался и не было такого, чтобы вы смотрели на плетенку, а у вас между рядочков, между трубочек, прям вот иногда смотришь и видно, как там потеки застывшие. Это когда много сильно лака заливаете, и оно там высыхает, и потом оно хоть и прозрачное, но если близко посмотреть, то это все видно. И оно не очень хорошо смотрится. Лучше это все дело растереть более-менее. Лучше сделайте 2 слоя, 3 слоя, 4 слоя, или там сколько вам нужно, но чтобы оно было аккуратно, чем один слой, но жирный, чтобы он высох у вас и был непонятно что. Лучше так не делайте. Если вы намазали много лака, у вас не получается по-другому, по какой-то причине, значит берете жесткую кисточку, как я сказала, вот так вот промазали, прошло там у вас минутка где-то, и после этой минутки берете эту кисточку вторую и проходите еще раз и убираете лишнее, растираете, скажем так. Так, Марита. Леночка, добрый вечер. Можно сразу покрасить акриловым лаком. Акриловым лаком. Ну, когда красят трубочки, лак акриловый добавляют в краску, но это все равно все не то. Покраска трубочек, но я сейчас не добавляю лак. Раньше добавляла. Вы берете там, ну, например, колер, и туда добавляете лак. Покрасили трубочки, потом вы их обрабатываете. Вы опять берете лак или дюфа, ну у кого что. Ну, возьмем, к примеру, лак. Вы его разводите в том соотношении, в котором вам нужно. Чаще всего это 1 к 1 с водой. И покрываете трубочки, обрабатываете опять же лаком. После того, как вы сплели плетенку
уже полностью, вы ее опять покрываете лаком. Получается, у вас лак идет несколько. Так, что-то у меня сбой произошел. Ну-ка смотрим. Вернулась. Вернулась. Когда такие сбои происходят, вы не пугайтесь. Я или возвращаюсь обратно, или начинаю эфир, или что-то где-то пишу. Ну, этот эфир у нас не будет долгим, поэтому если сейчас опять такой сбой произойдет, я просто уже отключусь, я не буду продолжать, чтобы не мучать ни вас, ни себя. Потому что в прошлый раз, когда эти сбои начались, было совсем не весело. Так, внутри мы это сделали. Теперь будем делать снаружи. Так, я не знаю, я ответила вам на ваш вопрос с лаком, но я не знаю, все ли я сказала, все ли вы услышали. Сбой, когда у меня произошел. Успели услышать или нет? Так, Алла, Узбекистан приветствует всех. Привет, привет. Лусия. Ну, я не совсем понимаю, что там, но вижу, что что-то хорошее. Так что привет. Так. Рема тоже. Привет нашим иностранным гостям. Так, Алла, у нас нет акрилового лака. Можно обработать лаком для травертина. Он на акриловой основе. Ну, честно, не подскажу. Я не знаю такого, поэтому ничего сказать не могу. Если на акриловой основе, то, наверное, в принципе, можно и попробовать. Разные страны, разные города. У всех все по-разному, тяжело разобраться. Так. Так, Елена. Здравствуйте, каким лаком вы пользуетесь? Акриловый лак, я его показывала в начале эфира. Вот такой. Самый обычненький микс. Так, сейчас этот короб долакирую и буду заканчивать свой эфир. Как я и говорила, он будет коротенький. Чисто вот такой. Поэтому, если есть вопросы, пишите еще. И пока у нас, дай бог, не глюкнул интернет. Так как у меня ролики, в принципе, чаще всего идут быстро, я стараюсь как-то все вложить в несколько минуточек, суть всю ролика, и там, где похожесть идет, ее я ускоряю темп, потому что я знаю, что немногие любят смотреть затянутые видео одно и то же, поэтому сейчас, как видите, стопроцентных скорость стопроцентная сейчас у меня. Ну, не считая того, что я отвлекаюсь на эфир. И, кстати, напишите мне, как вам такие ролики. Надо ли их ускорять или растягивать их, как у других, подлиннее. Или пусть будут такие, какие есть. Когда вот много на кисточку взяла, больше, чем надо, я вот таким вот способом это дело размазываю. Растянула по всей плетенке, а потом уже аккуратненько все внутрь проникаем. Каждый рядочек. Так, Виктория, добрый вечер, Лена. Можно ли спасти корзину, если после нанесения грунтовки и высыхания ее перекосило? Попробуйте
ее взять прыскалку с водой, с обычной водой тепленькой, только не горячей, а теплой. Попрыскайте ее со всех сторон, но для этого надо вставить форму. Если у вас форма осталась, какая у вас была плетенка, если короб или что-то, ну, простенькое, во что можно форму вставить, попробуйте попрыскать полностью со всех сторон и поставить ее в форму. И пусть она высохнет, несколько дней постоит, там 2 дня хотя бы. И посмотрите, может быть, и должна восстановиться. Другого способа я вам не подскажу. Ну, вообще это реально. Ну и насколько, смотря насколько перекосило, конечно, еще. Если там совсем полный аут. Ну, попробуйте так сделать. По крайней мере, хоть как-то выровняется. Вообще, когда вы грунтуете, если вы боитесь, что у вас перекосит, то грунтовать надо аккуратно, не заливая. Форму изначально одеваете в пакет, чтобы можно было потом ее легче вытащить и грунтовать прямо на форме, чтобы она высыхала на форме, чтобы оно реально не повело. Но вот эти вот короба, и вот только что я грунтовала, вы видели, я грунтовала без формы. У меня оно никуда ничего не перекашивает. Ну, бывают такие плетенки, которые нужно аккуратненько это все дело делать. Может быть, просто сильно жидко залили грунтовкой, переборщили, скажем так. Всему мера должна быть. Так, Наталья, Лена, добрый вечер. Вы сказали, что при покраске не добавляете лак, что-то вместо лака или дюфа. Сейчас, в данный момент, но это мое мнение, я никого не заставляю это делать. Это я сама это делаю. Я не добавляю вообще ничего. Я беру колер, ну, тот, который мне нужно, там цвет какой-то, мешаю колеры между собой, если это надо, и вода, и все. Колер и вода. Лак я сейчас, да, вот этот короб сплетен полностью без лака в краске, я имею в виду. Потому что многие пишут мне потом, что руки красятся там и так далее. Но тут же вы, когда красите, вы красите в перчатках. Ну или без перчаток, неважно, у вас все равно руки выпачкаются хоть с лаком, хоть без. И перчатки, соответственно, тоже выпачкаются, хоть лак там есть, хоть нет. Когда вы красите трубочки, это понятное дело. Потом, когда трубочки уже полностью высохли, они сухие. Ну, по крайней мере, я так делаю. Я высушиваю полностью трубочки после покраски. Я их обрабатываю, ну, или лаком с водой, или дюфой, неважно. И после обработки уже вот этой, у вас они уже не красятся. Уже все, уже там добавлен лак, и уже трубочки готовы к работе. И руки остаются чистыми. Ну, и это делаю я. Если кто-то хочет, можете поэкспериментировать и попробовать, что у вас получится. Лак можно, в принципе, там, ну, меньше можете добавить. Не так, как вы раньше добавляли, а меньше. Вообще лак добавляется в краску только для того, чтобы не пачкались руки. Ну, я подумала и решила, что смысл, если все равно руки пачкаются при покраске, а когда вы обрабатываете, вы все равно туда добавляете лак, то зачем добавлять лак в краску? Во-первых, он меняет цвет. Вы добавляете ложку лака, а уже цвет другой получается. Поэтому я сейчас не добавляю лак в краску. Вы когда морилкой красите, вы ж не добавляете лак. Ну, по крайней мере, многие не добавляют, и я в том числе. С колером та же история.
Ну, еще раз говорю, никого не заставляю, это я так делаю. Спасибо, пожалуйста. Так, все. Видите, я пока там делала, у меня со всех сторон оно уже и подсохло. Вот такой вот Коробешкин. Красавец получился. Правда? Не знаю, как вам, а мне он очень нравится. Очень симпотный получился. Так. Вот убираем, смотрим на белый, что у нас тут высохло. Смотрите, пока мы тот делали, этот уже он вот. Ну, я не скажу, что он еще и не подсох совсем, но тем не менее он уже тверденький. Так, донышко я не вытерла. Забыла вытереть дно. Грунтовочка немножечко подтекла. Ничего, сейчас вытрем и все дела. Так. Теперь я дождусь, когда он полностью высохнет. Тут еще вот видно, что немножко не просох. Полностью высохнет, и тогда я его тоже отлакирую, так же, как и тот. И будет вот такая вот штука. Будет еще крышка. Это будет у меня такая хлебница. Сейчас я покажу вам напоследок. Ну, вот, к примеру. Вот так вот хлеб. Во. Видите, как он сюда хорошо ложится. У меня просто такая полка. Или так, или сяк. Еще булочки поместятся. У меня такая полка просто. Мне нужно, чтобы стояла. Он у меня не на столе, он у меня будет в полке. И крышку поднял, вытащил все, что надо. И очень удобно. Будет так. Это я вам забегаю вперед. И показала такую вот штуку такую. Ну, это еще будет у меня ролик. Ну, все, девочки, мальчики, не знаю, у нас мальчиков вроде бы нету. На этом все. Всем спасибо, что пришли так вот. Я не ожидала, что вообще кто-то придет. Думаю, так, сделаю эфирчик. Но не знала, что придет кто-то или нет. Клеенка моя уже такая страшненькая. На этом все. Так, покажите потом, как крышку будете делать. Крышка будет обычная, такой прямоугольничек, без всяких, но будет у меня здесь на этих, ну, крепиться будет. Я покажу, конечно, покажу. Будет полный ролик по вот этому изделию. Еще впереди будет. Просто я еще его не доделала, поэтому ролика нету. Как только сделаю, сразу выпущу. Все будет, девочки. Обязательно все будет. Ну все, я выключаюсь. Будем ждать. Угу. Я тоже жду. Всем спасибо, что вы пришли. Огромное, очень приятно было с вами пообщаться. Очень приятно, когда выходишь, а тут люди. И не просто люди пишут, общаются и ждут. Это очень вдохновляет. Особенно в такие дни. Мы тут все позаболели. Поэтому это очень стимулирует. Все, всем пока-пока.